Всем привет! Вы на канале Деломастер Боится. В этом видео я покажу, как сделать шоковое хлорирование воды в бассейне с помощью активного хлора S60 Aquadoctor. У меня есть каркасный бассейн фирмы Bestway объемом 15 кубических метров. И вот после набора водопроводной воды мы видим, что она зеленая и не очень красивая. Нам необходимо сделать ее голубой и красивой. Для этой цели я приобрел активный хлор в гранулах фирмы Aquadoctor S60. Для шоковой обработки бассейна первичной необходимо использовать 20 мг на 1 кубический метр воды. То есть мне нужно 300 мг для первой обработки. Для фильтрации воды я использую песочный фильтр фирмы Bestway. Он тоже хорошо справляется, но все-таки зеленую воду сделать голубой с помощью его тяжело. Поэтому будем применять хлор. Вот видно, что начали собираться насекомые. Их очень много, потому что мы набирали воду 3 дня. За это время успели насекомые нападать со всей площади участка. Мы выставляем скиммер, чтобы здесь был зазор около 5 сантиметров. И при изменении уровня воды не было голодания водяного насоса. Этот активный хлор имеет такие гранулы небольшие, что очень удобно для его дозировки. Запах очень резкий, хлорный. Для того, чтобы более точно отмерить 300 грамм, я воспользуюсь кухонными весами и небольшой рюмочкой 100-граммовой. Заодно узнаем, сколько грамм в рюмочке хлора. Я насыпаю почти полную рюмочку, взвешиваю. И здесь показывает 68 грамм. Значит, нам необходимо около 4 таких рюмочек. Вот здесь 300 грамм активного хлора. И растворяем его в 10 литрах воды. Хорошо перемешивая. До полного растворения. Вот хлор растворен, и можно выливать его в бассейн по периметру. Я буду выливать его местами. Видно, что идет реакция. Сразу появляются белые пузырьки. Значит, он растворяется. Сполоснем ведро и будем ждать эффекта очистки воды, пока она зеленая. Включаем фильтр для перемешивания воды на 8 часов и ждем. Теперь 10 часов купаться в этой воде нельзя. Вот прошло 10 часов и видно, что вода стала голубой, прозрачной, чистой. На дне выпал небольшой осадок, я соберу его с помощью ручного пылесоса для бассейна. Осталось хорошо промыть песок в фильтре. И завтра утром добавим сюда альгицид для предотвращения развития микроводорослей. Для промывки бассейна необходимо выключить насос, перевести рычаг в положение стрелочка назад, а не стрелочка вниз, как я показывал в прошлом видео. И посмотрим, какая будет вода бежать отсюда. Включаем насос. Сначала вода идет чистая, и теперь пошла темная, зеленая, некрасивая, со следами зелени, всякой гадости. Нам такая вода не нужна в бассейне. Ждем, пока пойдет чистая вода из шланга, без следов зелени. Вот уже пошла чистая вода. Выключаем насос снова. Переводим рычаг на капельку. Это будет утрамбовывание песка. И опять включаем насос на 1 минуту.
вода уже идет чистая. Но необходимо, чтобы песок хорошо утрамбовался и затем не летел в бассейн. Включаем насос и переводим его в режим обычной фильтрации. Включаем насос. Вот видно, что из напорного патрубка насоса идет чистая вода. Значит, мы хорошо промыли фильтр. В дальнейшем я подключу скиммер на свое место. Он имеет такой внешний вид. В эту сеточку положу таблетку 3 в 1, для того, чтобы он постоянно поддерживал баланс хлорный и не было развития всяких водорослей неприятных. Ну и добавлю завтра утром альгицид. После этого я сделаю шоковую обработку альгицидом бассейна. Для этого нам необходимо взять 20 мл альгицида на каждый кубический метр воды и чистую воду. Для дозировки я буду использовать обычную стеклянную 100-граммовую рюмочку. Нам необходимо взять 3 рюмочки на 10 литров воды, которую мы разбавим сейчас. Хорошо перемешаем воду с альгицидом и хорошо перемешиваем альгицид с водой до полного растворения. И вливаем альгицид по периметру стенок. Вот альгицид в воде. Она стала слегка голубее. Теперь я включу систему фильтрации и хорошо все поработает 4 часа. Купаться пока нельзя. Напомню, что нельзя переключать этот клапан при работающем насосе, иначе он поломается. И после этого переводим насос в режим фильтрация. Вот такой значок типа Play. И запускаем насос. Включаем режим обратной промывки и включаем насос, подключив шланг. И после промывки песка проверим чистоту воды. Вот вода стала хрустально чистая, можно ее выливать и приступить к прямой промывке песка. Выключаем мотор насоса и переводим клапан на режим капельки. Это режим прямой промывки песка. И опять включаем насос. После промывки нальем снова воду в ведро и проверим ее прозрачность. Как видите, вода стала полностью прозрачной. Значит, можно включать фильтр на рабочий режим фильтрации. Вот видно, что из напорного патрубка насоса идет чистая вода. Значит, мы хорошо промыли фильтр.